Вау, какой русский! Какой словарный запас! Я в шоке! Браво! Браво! Именно так отреагирует ваш русскоговорящий собеседник, если вы в ходе разговора употребите эти фразы. Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня я для вас приготовила список из нескольких выражений, которые не сказать, что используются постоянно, скорее это зависит от ситуации. Но если вы что-то такое при удобном случае скажете в своей речи, я вас уверяю, сразите ваших русскоговорящих собеседников наповал. Если вы еще не подписаны на канал, жмите на кнопку прямо сейчас и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Устраивайтесь поудобнее, можете взять тетрадь с ручкой, чтобы все это записать, а если вам понадобятся субтитры, смело активируйте их внизу. А мы начинаем. И первая фраза – это «путешествовать налегке». Что под этим подразумевается? Это значит, что в путешествие вы с собой берете минимум вещей и едете либо с компактным чемоданом или сумкой, либо с рюкзаком. Это позволяет вам сохранить мобильность и спокойно перемещаться между разными городами. Для каждого, наверное, вот это налегке будет свое. Потому что кто-то, например, привык путешествовать с 5 чемоданами, а в этот раз берет только 2. Ему уже кажется, что он путешествует налегке. Но все-таки истинное налегке означает, что у вас нет багажа, а есть только самое необходимое. Я всегда путешествую налегке. Никогда не беру с собой чемодан, чтобы с ним не таскаться. Есть еще один шикарный плюс – отсутствие багажа, если мы говорим про авиаперелеты. Большинство людей, выходя из самолета, идут ждать свой багаж, а занимает это не 10 минут. Я же прямиком выхожу в город. Экономия времени. Далеко не у всех получается путешествовать налегке. Но что насчет вас? Вы обычно путешествуете налегке или предпочитаете брать с собой как можно больше вещей на всякий случай? Напишите ваш ответ в комментариях. А мы идем дальше. Резать ухо или резать слух. Не в прямом смысле этого слова. Странное получилось предложение. А мы идем дальше резать ухо. Это значит, что вы слышите какой-то неприятный вашему уху звук. Причем не обязательно звук. Это может быть просто неуместная или неправильная фраза, которая, по вашему мнению, не должна была сейчас прозвучать. Например, вы услышали, как кто-то произнес общеупотребительное слово с неправильным ударением. Я не про иностранцев, а про носителей. И сказали или подумали: «Ай, как ухо резануло». В прошедшем времени мы говорим именно «резануло». Когда я слышу, как он поет, мне прям ухо режет. Но не получается у него. А также можно сказать «резать глаз». По аналогии, это то, что также неприятно или неуместно выглядит для вашего глаза. Следующее выражение – «голова не варит». Оно очень неформальное, поэтому рекомендую его использовать только с людьми, которых вы хорошо знаете. Когда не варит голова, это значит, что вам сложно соображать, сложно думать, потому что голова забита другими мыслями. Или вы просто устали и не в состоянии сейчас напрягать мозг. Давай решим, куда мы завтра пойдем гулять. Слушай, я так устала, голова сейчас совсем не варит. Давай я тебе с утра напишу. Есть еще более разговорное и более неформальное. Башка не варит. Значение идентичное. Значение идентичное. Башка – это синоним слова «голова». И не отходя далеко от головы, следующая фраза – это «едет крыша», где крыша тоже означает голову. Она тоже супер неформальная и может использоваться с негативным подтекстом по отношению к кому-то. Это словосочетание означает, что у человека не все в порядке с головой, что он теряет способность разумно действовать и, может быть, даже слегка сходит с ума. И это тоже, кстати, как и предыдущее выражение, может быть связано с усталостью. Его можно использовать как по отношению к другим, так и к себе.
Блин, у меня совсем крыша поехала. Я вообще не понимаю, что делаю. То есть я все, уже совсем не в состоянии здраво мыслить. В данном случае, скорее всего, из-за усталости. Кажется, у него совсем крыша поехала. Он такую чушь несет. То есть он говорит что-то немыслимое. Непонятно, откуда это все берется в его голове. И вот еще парочка совсем жаргонных синонимов. Двинуться мозгами и кукуха поехала. В полном варианте это будет кукушка поехала, но на сленге чаще всего можно услышать именно кукуха. Подчеркиваю, что это очень неформальные фразы, и их лучше использовать только с друзьями или хорошими знакомыми, потому что иначе они могут прозвучать крайне грубо. А со своими это чаще всего шутливая форма. Притянуто за уши означает, что что-то используется без достаточных оснований. То есть это неубедительное утверждение или объяснение, в котором нет логики. Эта теория очень притянута за уши, но пока это единственное объяснение тому, что произошло. Никаких фактов нет. Логики в сказанном особо тоже, но и других объяснений на данный момент тоже нет. То есть, когда вам что-то рассказывают, и вам эта теория, история кажется неправдивой, абсурдной, вы можете сказать: «Ой, ну очень за уши притянуто, не верю я в это». Следующее выражение – попытка, не пытка. Так говорят, когда человек что-то хочет сделать, но сомневается, получится ли у него. Например, я очень хочу научиться танцевать, но это так сложно, вряд ли у меня получится. И кто-то на это может ответить: ну, попытка не пытка, попробуй, может быть и получится. Имея в виду, что если ты попробуешь, хуже точно не станет. Вреда тебе эта попытка не принесет. Зато ты уже на собственном опыте сможешь убедиться, стоило ли оно того. По сути, оно говорит само за себя. Никто не будет тебя пытать за то, что ты попробуешь что-то сделать. Пытка – это физическое насилие. Так вот, тут говорится о том, что попытка – это совсем не одно и то же, что пытка. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Это выражение используется в основном в шутливой форме по отношению к себе или к тому человеку, который сам себя похвалил. Хотите вы, например, подчеркнуть свои достоинства или достижения и говорите: «Я, между прочим, выучил один из самых сложных языков в мире, чтоб ты знал». И человек вам на это отвечает: «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит», подмечая таким образом, что вы сейчас немножко похвастались и, не скромничая, себя похвалили. Или говоря самому себе: «Я такая молодец, столько дел сегодня переделала, ну просто умничка». Ну а что? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так что если вас никто не хвалит, не стесняйтесь и хвалите себя сами. А то кто, если не вы? Или я. Я вот очень люблю хвалить людей. Вот сейчас возьму и скажу, что вы молодцы. Хотя нет, не скажу. Иначе вы не попрактикуете эту фразу. Поэтому, кстати, у этого жеста тоже есть выражение «рот на замок». Так обычно делают дети. Это означает, что нужно молчать, чтобы не сказать то, что не нужно говорить. То есть хранить секрет. В основном это относится к хранению секретов. Я тебе это по секрету сказала, так что смотри, рот на замок, не вздумай это никому рассказывать. И вот мы подошли к концу. Какие из этих выражений вы уже знали? Или все для вас было новым? Надеюсь, во всяком случае, что было полезно. Вообще советую посмотреть это видео несколько раз. Взять тетрадь, записать эти выражения с примерами. При желании придумать свои примеры, чтобы сразу применить эти фразы на практике. Это очень полезное действие, которое я, честно признаться, не всегда практикую по отношению к иностранным языкам. Но вот буквально недавно я посмотрела видео по выражениям во французском языке 5 раз. Подробно все разобрала, выучила все на зубок, то есть наизусть. И мне во второй и в третий раз было смотреть уже гораздо интереснее, потому что я лучше понимала, о чем идет речь.
И мне было радостно от того, что я слушаю уже не новые для себя выражения, а те, которые уже знаю. Я вас не пытаюсь склонить к тому, чтобы вы как можно больше раз посмотрели мое видео. Хотя нет, именно это я и делаю. Но в любом случае это будет очень полезно для вашего обучения в русском языке. Желаю вам всего хорошего и прощаюсь до скорого. Пока-пока! Лайк не забудьте поставить.